Ну что, ребятки, я на Алтае. Смотрите, какая тут красота. И снег на травке. А еще вот она. Тут сейчас чуть-чуть повыше поднимусь. Там горы везде, горы, горы, горы. И вот такая красота. Смотрите, какие горы. Это мы еще по местам по красивым не пошли. А тут у нас ручей. Сейчас тоже поднимусь, покажу. Вот такой вот вид из окна. Вот такой вот мостик. Там ручеек бежит. Не знаю, видно, нет. Вот она река прям. На горах еще снег. Сегодня погода хорошая. Еще будет замечательно. Вон там лошади. Здесь вчера целый табун был лошадей. Вот он, чистый горный Алтай. Буду снимать, буду показывать, какой он есть. Еще 10 дней впереди, чтобы по нему нагуляться, поделиться впечатлениями. Хотела кружочек записать, как приеду на место. У меня тут интернета вообще нет, от слова совсем нет. Настолько девственно чистая природа. Прям вообще голубое небо. Вчера, конечно, такого не было. Вот. Прям человек на лошади. Вон здесь родник бьет. Вон еще лошадка. Вообще просто обалдеть. Сейчас пойдем куда-то по местным местам. Каким-то интересным попозже. Там буду прям смотреть. Вот такие кочки тут. Все, вода стоит. А это мостики местные. Просто какая-то палочка, по ней проходишь. Но очень красиво здесь, конечно. Очень красиво. Не зря сюда все едут. Не зря здесь все хотят побывать. Что, ребятки, потихоньку начали подниматься в гору. Тут, смотрите, уже все внизу. Я тут наверху. Потихоньку у меня вон еще там скала. Сейчас, короче, скоро пойду на самую вершину, выйду. Вот, и покажу красоты. Но здесь прям, знаете, по ощущениям, вот сейчас в гору пошли. По ощущениям вам могу сказать, что здесь вот именно духов уважают. Вот дух, это не те духи, знаете, вот эти вот плохие, грубо говоря, да, которые темные. Здесь именно вот духи природы, духи леса, да. Сам вот у каждого места сильного, именно природы чистой, есть свой дух территории, дух леса, который объединяет вот все деревья, всю растительность, да, всех там, я не знаю, обитающих медведей, волков, там всех подряд, короче. Вот, и здесь, то есть я всегда, когда захожу куда-нибудь в места, то есть лес там, вот, какой-нибудь сильный. Не у всех, кстати, есть территории. Вот заходишь, чтобы вот было. Вот смотрите, уже как высоко. Видите, поднялась. Вот, там еще, сейчас вот, вон еще туда идти в тропку нам. Вот, не у всех есть территории вот такой вот дух. Но здесь именно вот духи места очень сильные. То есть вот я прям его ощущаю, и он прям такой, знаете, очень достаточно величественный, сильный. Он держит территорию эту. То есть его здесь уважают, и вот под ним и люди ходят, и звери, и все. И вот это прям ощущается. То есть насколько он сам очень-очень сильно себя чувствует. То есть потому что дань уважения есть. И он всех охраняет. То есть чтобы все жили в мире, он всех охраняет. Это, конечно, может быть, знаете, за вот этим ощущением, которое здесь есть. Вот люди сюда едут. Очень-очень, конечно, такое. И ужасно, если здесь кто-то приезжает. Вот как я показывала, когда в Псибае я была. Там 3 подклада просто. Вот здесь я пока еще ничего не видела, но мы пойдем. Будет ужасно, если вот такие приезжают и оскверняют эти места чернухой. Вот, потому что здесь, на самом деле,
очень сильно вот эта вот природа, энергетика, ее надо уважать, а не осквернять чернухой. Ну что, ребята, выше гор только горы, да? Выше гор только горы. А вон они там, маленькие домики, а вон там маленькая дорога, а вон там маленькая лесопилка, а выше гор только горы. На самом деле, ребят, в месте под названием Кулада было очень много всего интересного. Там в том числе именно в этой части Алтая было очень много древних могильников, в том числе скифских могильников, которые, кстати, изучались Новосибирским институтом, но это по словам жителей, да, местных. Плюсом там еще то ли тюркские, то ли какие, ну, то есть более свежие захоронения, но тоже свежие, но достаточно очень древние. И там рассказывали тоже истории, типа почему, значит, засыпали могилы камнями, то есть она говорила, что породы, то есть, те камни, которые были на вот этих вот могильниках обнаружены, они все вообще не принадлежали горной местности Алтая, что их стаскивали отовсюду, то есть там вообще с других абсолютно территорий, и это для ученых якобы загадка, они не знают, почему так, что мешало взять вот камень вот здесь под ближайшей горой. Я это посмотрела тоже на тонком, там много смотрела, очень много вот в этих местах древних захоронений, в местах схронов, там же я обнаружила такое место, которое очень напоминает могилу царей, знаете, и также я смотрела «Алтайскую принцессу» на Бусти, и там было что-то очень-очень сильно похожее, то, что я там словила. И, к сожалению, я не отсняла именно какое-то видео или еще что-то с этих мест, просто потому что, когда я там была, у меня было полное ощущение, что я нахожусь на огромном большом кладбище, и просто, знаете, это не то место, где просто нужно снимать, да, то есть мертвые не любят, когда нарушают их покой, но расскажу я об этом обязательно на Бусти, то есть вообще все, что я там побывала в Куладе, все, что я там увидела на тонком, а там место на самом деле очень непростое, поэтому кто хочет, рекомендую всем туда съездить, посмотреть, в том числе именно в Куладе я повстречала очень сильных духов, они... На Алтае там их очень много, я про духов тоже вообще, что такое духи природы, да, кто они такие, как они отвечают за территории местности, что это ни разу не какие-то там, знаете, темные духи или что-то, это тоже одни из духов, которые идут на воплощение сюда к нам, но только они идут не физическое воплощение, а немножко в другой мерности, да, воплощаются. Я обязательно на них расскажу на ютубе, поэтому подписывайтесь, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить это видео. Расскажу, почему мы должны с ними синхронизировать, как с ними общаться, да, как с ними взаимодействовать и так далее. И, кстати, очень интересно, что можете увидеть на табличке, что местные жители прям рассказывают тоже, показывают, что как нужно общаться с духами, то есть почтительность это и прочее. Что еще хочу сказать, что там еще есть озеро, на этой же территории. Оно достаточно очень интересное, там тоже очень сильный дух-хранитель, поэтому тоже вам рекомендую к этому сходить. И у меня там была интересная история. Мы когда шли по этому лесу, там пешая такая тропа дальняя до озера, то есть до какого-то момента ты там доезжаешь на машине, потом пешая тропа. И мы, идем уже по пешей тропе, все. И мы взяли с собой там орешки. Это как что таким образом ты кормишь, получается, зверей, да, и духом, что я тебя уважаю, я принес. То есть, да, это я тоже расскажу, что это такое, это не совсем там, знаете, баш на баш, обмен, это просто как, ты подарок принес, что я пришел, принес благословение, да, принес подарок какой-то, то есть не с пустыми руками. И был момент такой интересный, мы идем, я такая думаю, сейчас мы до этого озера дойдем, и я орешков там немножко дам.
ну, то есть положу где-нибудь, чтобы белочки там или кто это покушали. Ну, короче, я иду, и у меня в голове, просто вот эти вот духи, они там прыгают везде, их очень много в лесу, там они куча-куча, они такие, там звенят, короче, такие, с ветки на ветку, такие скачут, как бы все такие веселые. И в какой-то момент я иду, и у меня такие они, дай. А я такая думаю, чё к чему, чё дай. Мы еще не дошли до этого озера, они, нет, дай. И я подхожу, а там табличка такая стоит, короче, это. И там написано, вход на озеро платный. Короче, это утверждено там администрацией Алтайского района. Видимо, когда сезон, и когда туристов очень много, мы-то были не в сезон, вот, мы были... Это вот конец мая, и получается там как раз самое классное. Уже тепло, уже как бы не холодно, уже все растаяло, уже можно везде ходить, все смотреть, но при этом еще как бы никого толком нет. То есть такая девственная природа, условно. Вот. И, видимо, там еще никто не встал, кто должен эту плату снимать. А духи такие уже перед этой табличкой. Дай. Я так смеялась вообще над этим, что типа они такие, что ты думала, вход платный, мани. Я говорю, вот они, уже это коммерческие, как говорится. Вот. И моменты с духами. Ну и вот я там под эту табличку им положила орехов. И, короче, сама смеюсь. А они такие довольные, смеются тоже. Ну, в общем, веселый такой момент был. В общем, съездите вот в Куладу. Я вам фоток немножко накинула, посмотреть, что это за место и как оно выглядит. Ну, не пожалейте. Просто энергетика этого места зашкаливает. Ну, а мы с вами идем дальше. Мы уже через 3 дня выдвинулись в Челушманскую долину, и там это тоже очень классное место, в том числе вот просто дорога, по которой ты едешь, это что-то невероятное. Красота красивая. Там такое небо голубое, даже синее. А там такая река прям голубая, бирюзовая. Красота красивая. Смотрите, какая красота красивая. Тут прям, не знаю, видно будет, нет, через камеру, но река, вот эта горная, она прям от какого-то зеленоватого оттенка вот до бирюзового прям переливается. Смотрите. Это дорога, просто дорога. Вот такая дорога. Машинки ездят, видите? Поехали. Такая дорога. Просто дорога. Чтобы вы понимали, что такое просто вот даже по дороге проехать по Алтаю. Даже мимо Алтая, просто по дороге алтайской проехать. Ладно, уже здесь останавливаться, а как по этим горам лазить, это просто что-то. Ох, прям любители оценят. Красота. Обалдеть. Смотрите, как нарисованные, как будто вот не настоящая картинка. Машинка наша стоит. Ну, наши ребята. Даже кто-то что-то снимает. Пойду, как всегда, на самый край обрыва. Буду смотреть. Ой, буду туда спуститься, да? Но тут, наверное, не спустишься. Елочки растут. Водоворот какой смотрите. Вот тут водоворот. Просто там ничего нет. Сама вода так вот крутится. Ну, там точно такие же есть. Ну, дальше тоже. Прохладненько вот вроде. Жарит тут капец, конечно. Но вот знаете, алтайское солнце, что сразу всех предупредить. Алтайское солнце, оно такое, оно вроде как холодно на улице, вроде как солнышко там так чуть-чуть пригревает, да, но солнечный удар запросто заработать можно, поэтому всегда головной убор. Вот. Плюсом
еще обгореть, как нефиг делать, как говорится. Даже вот холодно будет, и будет минус, плюс там, я не знаю, но обгореть вообще очень-очень сильно легко, поэтому SPF очень сильно нужен. Здесь солнце такое жарит нещадно прям. В общем, вот такой он Алтай интересный. Короче, проезжали, там везде травка, все, здесь приехали, видите, снег лежит везде. Горы и снег. Это тут расщелина такая, здесь река бежит. Ой, машина едет. Машина едет и река бежит. Вот смотрите, какая горная. Красавица по камням. Раз, раз, раз. Там он какой-то сделали ей мостик. Все, поплыл? Поплыл, все, уплыл. Он, говорит, здесь остается, не хочет домой идти. Говорит, дикий пес будет. Все, пить хочет. Вот, и там вот река уходит, видите, такой маленький, как вот мостик, ну, там, короче, под скалой прям. Вот. Течет. Вот это какие-то ворота. Говорят, на них и магичек что-то, еще что-то, не знаю, делали на них. Вот слепит, прям не вижу ничего. Но очень интересно. Сейчас с другой стороны выйду. Выйдет. Там прям такие ворота-ворота прям с другой стороны. Сейчас зайду, там наличку постоит. Я обожаю горные реки. Это что-то невероятное. Вон по снегу иду. Здрасте, снег. Давно не виделись. Вообще очень давно, с учетом того, что я сейчас в Ростове. Смотрите, какой камень. Прям красно-красного. Глина. Мостик. Небольшой, меня там не хватает. Вроде с собакой гуляют пока. С собакой гуляют, я тут тоже погуляю немножко. Я такой себе этот путешественник, со всеми вечно отбиваюсь от стаи, вечно куда-то лезу. Непонятно. Так, вот сейчас вам. Тут вот с этой стороны он стоит, тоже выходит. Сейчас посмотрим. Здесь не упаду я тут? Никуда? Никуда, это тоже вот сделано. Видите, какой-то вот продолбили прям. А, вот за мной уже приехали, да? Нет, не приехали. Вот, смотрите. Вот ворота прям. Чебитка река называется. Это на гора идет. И там тоже полетела. Уважаемые гости, не оставлять надписи, говорит. Да, нельзя. Здесь в этом плане действительно природа такая красивая. Вот кто-то вот рисовал, видите? Вот. Возвращаюсь на родину. 46-й год. Кто-то приехал после войны, написал. Меня не задавит там никто, пока я тут перехожу дорогу. Надеюсь, нет. О, смотрите, какая. Красные ворота называется. И такое вот ущелье. А тут продалбливали, видите, вот скорее всего вот здесь вот взрывали. Видно, чтобы эту дорогу сделать. И, кстати, ребят, у меня для вас отличные новости. Наконец-то стартуют долгожданные скидки летние на мои курсы. С 10 по 14 июля 15%, а с 15 по 17 июля 10% на те самые уникальные курсы по основам управления реальностью, по, опять же, словам людей, которые прошли этот курс, самый крутой курс по намерению, где действительно рассказывается, как управлять намерением, как это работает, и ребята после этого просто по щелчку пальцев все свои мечты
мечты осуществляют. Также мега крутой курс — это отключение подключек, свобода быть собой, тот самый курс, где более 80 часов мы разбираем все абсолютно морковки этого мира, где я обличаю просто все схемы темных, где, каким образом, зачем они, получается, всячески людей подписывают на контракты. Также рассказываю, как эти контракты все оборвать. Ну и опять же, по словам ребят, которые проходили эти курсы, это просто что-то, что меняет вообще жизнь на 180 градусов, когда просто перепрошивается, грубо говоря, да, сознание и просто инсайд за инсайдом. Многие люди, это действительно такой фантастический курс, где вот момент, когда все новые и новые инсайды могут возникать даже при переслушивании курса. Многие этот доступ к курсу, он идет навсегда, да, пока существует мой дзен-класс, и получается, что здесь люди переслушивают на 2-3 раза этот курс, и каждый раз новые и новые инсайды ловят. Каждый раз этот курс помогает им отключаться от внешней матрицы этого мира, навязанной здесь темными. Он мега крутой. Там я собрала основы, там я рассказывала, как я сама от этого избавлялась, и рассказываю в большинстве своем то, что где-то даже подлежит цензуре, потому что это настолько, знаете, вбитые догматы, которые нам там чуть ли не в пеленок втирают, которые просто разоблачаются. И всем советую. А также для тех ребят, кто, опять же, не может избавиться, у кого подавленная воля из-за зависимости, я специально описала технику сверхлегкого способа бросить курить, да и вообще избавление от любой зависимости, которая есть. Она как раз-таки основана на том, что я описывала в курсе отключения подключек «Быть собой». То есть это курс о том, как избавиться от зависимости и наконец-то обрести свободу воли. В первую очередь той самой свободы воли, да, где нас как раз-таки через зависимость от алкоголя, от никотина и прочих просто очень-очень сильно. Также даже люди бросали вещества, то есть это уже более десяткам людей помогло избавиться от зависимости просто сверхлегко. Опять же, это на уровне инсайда, то есть как это работает, да, многие даже, проходя курсы, они сами не замечают, как бросают курить, то есть в какой-то момент у тебя просто вот так вот щелкает в голове, и все, и ты просто не курящий человек. Это действительно уникальный метод, уникальный курс для того, чтобы наконец-таки избавиться от зависимости, которые людей годами, десятилетиями просто пожирают. Те, кто по 20-30 лет курят, вот просто вот так вот, знаете, бах, и все, не курящий человек. И потом, самое главное, этот курс, он не просто позволяет бросить курить, он позволяет не сорваться и не закурить вновь. Это самое-самое важное, наверное. Поэтому, кто давно ждал, пожалуйста, июльские скидки летние с 10 по 14 15%, с 15 по 17 10% ждут вас. Успевайте. Есть какие-то тропинки, но мы, наверное, туда тоже не пойдем. Вот она, красота Алтайских гор. Опять же, мы не доехали еще до места. Немножко умотало меня. Уже хочется отдохнуть. Может, не столько катались. Но очень красиво, конечно. Ну и далее мы двигаемся уже к Чулышманской долине. Вот такие вот виды, очень-очень красивые, опять же, по дороге туда. Ну и далее я тоже сняла, как мы там перед тем, как спуститься в Чулышманскую долину, прям были на самой-самой вершине
Облазили там весь хребет. Высота там, конечно, вообще обалдеть, большая. А вот там водопад. Видели, да? Где? Вот слева. Водопад? Вот расщелина. Я сейчас покажу высоту. Вот, короче, это обрыв. Там обрыв, короче. А я, как всегда, сумасшедшая. Хопаньки. Не-не-не, За хвост. если что, держу, я, говорит, за хвост. Коротко о высоте. Если что, вот это маленькое синенькое, это домики. Видите, я приблизила. Вон там они, маленькие, хорошенькие. Сейчас пойдем. Дальше, это вот прям самая вершина. Тоже. Выше нас только горы. О! Ладно, сейчас лягу, подожди. А где там водопад? Сейчас будем смотреть. Вон он, точно. У нас первый домик, который хотел выбрать, вот как раз возле этого водопада. Возле водопада. У нас там Вот, другой тут водопад. не видно? Сейчас приближу, будет водопад. Вон, видите? Прямо с расщелины, с горы вот отсюда. Идет водичка, и вот она такая. Бежит, бежит, бежит. А там домики, маленькие домики. Сейчас, хопа. Видите? Видите? Какие маленькие домики. Что-то у меня у самой аж это, в объектив смотрю, а голова закружилась. Выше Коршуна. Выше Коршунов. Да, вон они летают. Где-то там он, если их... Где они там? Не вижу, короче, да. Ну, в общем, поверите на слово, я их не найду. Вот тут камушки кто-то складывает. Тут обережницы. Везде. Ух! Ага, отпустить его не надо. Вон, видите, сколько отпускать там, лететь. Офигеть. Тут высота такая. Ну, он уже полез. Куда полез? Томас? Домой. Может, специалист по городу. Специалист, ну горный козел. Вот. Вот он как выглядит, горный козел. Вы не знали? Вы тоже не знали, пока не увидели. Жил-был у маменьки серенький козлик. Нет, беленький козлик. А вон серенький рядом еще. Вон он, серенький козлик. Вот так вот. Он тоже обережница. Вот эти деревья, кто что бы ни думал, но если прям правильные обережницы, то эти деревья с очень хорошей энергетикой. Прям очень хорошей энергетикой. Но они не все любят, чтобы их трогали. Какие-то есть, которые любят, а какие-то есть, которые не любят. Вот там тоже лететь, видите? Ой, как далеко лететь. Ох, что аж голова закружилась от высоты. Реально, ребята, очень высоко прям здесь находиться. А я, как всегда, тут пошла-ка я отсюда, пока я не полетела. Тут вот тут мхи какие-то растут. Прям на скале растут. Вон там тоже бы туда на камушки, но я думаю, меня туда не пустят. Ну, в смысле, провожатые мои меня туда не пустят. Вот тоже обережницы везде. Везде обережницы. Вот он вроде должен быть колючим, он не колется. Ну, такой. Вот она мягкая. Вот тут красную кто-то вот какая-то гадость налепила. Бережницы белые должны быть. Ай. Где-то мы тут до конца уже хребта доходим, да? А ты с нами. Ну, увязалась. Девушка, красавица. Лайка. Видите, хвост какой красивый? Ага. Вот тут кони ходят. Тоже говорят, хорошо. Смотрите, какой обрыв классный. Отвесная. О, там вообще отвесная вон. Смотрите. Вау. Там что-то страшно, нет? А вон там кто-то ходит. Козлы горные ходят, значит, и я схожу. Там капец. Мне, ребята, там страшно, прям высоко. Прям страшно высоко. Ой, кто хотел бы тоже сюда, ставьте там что, сердечки, звездочки, там все, вообще все, что можно и нельзя. О, летит. Не видно, да? Летела огромная птица. А вот мы на этой отвесной скале, вот, которая там была, помните? Вот она, видите? Хресь! Смотрите,
красота. Красота. Высота, красота. Там мох. Здесь вообще ходить нельзя. Здесь земля может убиться. Еще, что меня особо поразило на Горном Алтае, это животные, именно домашние, грубо говоря, животные, то есть это отары овец, табуны лошадей, которых там очень много, это, знаете, это очень красиво, когда вот табун лошадей просто идет и пасется сам по себе на фоне горы огромной, и это ты такой смотришь, это настолько круто выглядит. А при этом там тоже стада целые коров, они все пасутся, все там ходят, вообще свободные ходят. И при этом вы не увидите ни одного пастуха рядом с ними. То есть они просто вот такое ощущение, что они сами по себе, то есть что это все на вольные хлеба, как говорится. Конечно же нет, это эти стада, отары и это все принадлежит людям, то есть они это все содержат домашнее хозяйство, но, опять же, говорила с местными жителями, там один парень, он такой говорит, вот, у нас, говорит, животины свободные, мы сами, алтайцы, свободные люди, и, говорит, животные у нас тоже свободные. И мы наблюдали такую картину, когда просто вот идет стадо, там было стадо коров, и отара овец шла. И просто алтаец такой на машине едет такой, короче, туда заезжает, такой проезжает, посмотрел, что, где они находятся, то есть его отара вот это и стадо, и такой обратно уехал. Все, это все вообще, весь пригляд. Вот. На самом деле очень интересно то, что многие рассказывали, вот эти, то, что они кочевники, что они, у них есть определенные стоянки, то есть куда они вот перемещаются на место, вот, чтобы пасти именно животных, чтобы, ну, как бы вот эти пастбища сохранять. Вот. Очень интересно, то есть вот эти традиции старые, да, очень-очень круто. Для меня это удивительно, потому что, ну, вот в Сибири у меня тоже там дедушка с бабушкой содержали животину, и я помню, что там животина, чтобы вот так вот сама гуляла там и паслась где-то, такого вообще не было. Всегда был пастух, всегда был пригляд, то есть никто никуда там не уходил. А лошади, допустим, мы вообще связывали ноги там или колышек делали, да, где там веревочка ее там 2-метровой привязывали, вот она вот так вот вокруг по диаметру этой 2-метровой веревочки ходила и паслась. А тут просто они пошли и пошли, все. Вот. Ну а здесь на видах вы уже можете видеть, как мы спустились уже в саму долину, едем по ней. Там, конечно, очень-очень такой склон, достаточно. Вот там делают новую дорогу, да, она, наверное, будет не такая крутая, но вот этот склон достаточно опасный, узкий, и, ну, как некоторые, что должен быть очень опытный водитель, ну, и там ездят, знаете, типа ВАЗики в основном, машины 4ВД, то есть по вот этому вот склону, то есть если спуститься туда можно, на какой-нибудь такой иномарке, да, то подняться назад там слишком такой... ну, слишком, я не знаю, как это сказать, ну, короче, машина может не потянуть, просто будет пробуксовка колес, она не поедет, поэтому, если кто-то будет планировать поездку туда, то учитывайте этот вариант. В туристическое время там есть сплав, то есть там можно вниз спуститься, а потом через переправу, там есть переправа, вот, уже вас могут через озеро вот это доставить. Кстати, озеро, это тоже там интересный момент был, что оно должно было быть больше, но об этом чуть позже, там будет видео, вот, я там покажу. Очень-очень круто. Сами вот можете посмотреть, какие там виды, просто обалденные. Ну и также покажу домики, в которых мы остановились. Кстати, вот эти домики, они находятся внутри поселения, именно которое находится в долине, и там ловит МТС. Во всех остальных домиках, которые вне именно самого поселения, там и отсутствует электричество, вот, там оно на солнечных батареях, ну и также там нет связи, поэтому учитывайте, кому что нравится, как говорится, тот на то и идет. И, кстати, возле этих домиков, сразу вам скажу, там очень-очень сильная горная река.
Дух ее настолько мощный, я с ней очень сильно подружилась, с этой рекой, с духом этой реки, что она просто невероятная. Вот. В том числе там много чего можно посмотреть, например, каменные грибы. Вот сейчас как раз-таки дальше на видео вам покажу, как мы на них ходили, и там тоже очень много интересного было. Ну что, ребята, сейчас пойдем паркурить. Смотрите, какие там камушки. Мы сейчас по ним пойдем прыгать. Я горные козлики. Вот. Себя показать не знаю, как тут камера это не переключается нифига. Вот мы сейчас идем на каменные грибы. Вот тут такой классный ручеек в речку текает. Я что-то делать. Напялили на себя куртку. Все остальные куртки предупредительно сняли. Я, короче, поперлась в куртке. И мне жарковато. Но уже поздно. Нас уже переправили. Вон там лодочка. Вон там вдалеке, которая нас сюда привезла. И уже куртку оставлять где-то поздно. Машина. Позади Москва, как говорится, да, товарищи? Вот позади Москва, ребята. Позади машина. Поэтому уже идти некуда. Сейчас идем. Одиноко такое дерево. Одиноко стоящее дерево. Идем по тропинке. Сейчас выйдем на каменные грибы. Посмотрим, что это такое. О, смотрите, волны. Вот такая, знаете, такая рощица красивая, прям вот сказочная. Хорошо, сейчас май, у них в июне начинается сезон, никого нет, мы тут одни просто одни. Тишина, природа, никакого галдежа, никаких туристов, никого пока нет, кроме нас. Ну, мы туристы, единственные, кто создает галдеж. И вот можно просто вот с этой природой где-то ручеек снять, тоже плохо видно, то что тени падают. Вот смотрите, как он льется. Прям сказочно. Сейчас я достану. И вот прям вот такая вот система водопадов, грубо говоря. Очень красиво. Тут ничего на камеру не видно, конечно, но в реальности это очень-очень обалденно выглядит. Прям система ручейков такая расходится и туда-туда пошла. Прям обалденно. Просто сказочное какое-то место. Как попал. Знаете, вот весь Алтай создает такое ощущение, как будто вот, как вам сказать, объяснить, вот какой-то вот долины, вообще вот, знаете, посреди какой-то там, не знаю, серой земли, да, вот ты просто оазис нашел, оазис чего-то вот прекрасного, да, какой-то такой удивительной долины, с какой-то вот растительностью, природой, все. Даже то, что здесь духи, вот живые, вот эти ручьи, да, вот они текут, вот у этих ручей вот духи, они вот прям плескаются, они прям прыгают по вот этим ручьям, и это настолько все, ну не знаю, настолько завораживает, сама вот эта вот природа, духи, животный мир, который здесь. Вот, ну, кстати, местных животин, кроме коров и лошадей, сильно не встречали, но которого животные именно держат алтайцы. Единственное, сусликов видели, да еще какие-то там, как тоже на манеру сусликов кто-то там прыгал, ну и ястребы, как бы такую дикую, прям дикую фауну не встречали, но тем не менее, вот все равно через духов ощущается, что вот они настолько вот эту животину, все вот это вот любят. И то есть настолько, знаете, гармония я еще нигде не встречала. Вот. И настолько здесь вот это все в такой гармонии пребывает, что это что-то удивительное. Я еще, сколько вот мы где ездили по местам природным, сколько мы где были, вот такое я встречаю впервые. Вот реально впервые. Чтобы вот оно, вот все. И такое, вот еще раз хочется сказать, прям на этом сделать акцент. Такое количество живых духов природы я еще нигде не видела. Просто каждый ручеек, каждый вот это, я не знаю, каждая гора, каждый вот, ну вот какой-то вот пролесок. И там их много. Мы вот были, вот озеро, я там говорила, вот там их просто было много духов, просто огромное количество. Вот в лесу, то есть обычно один дух ощущается вот самого леса, и то в заповедниках.
То есть и то это все в заповедниках только бывает. Здесь же, то есть их много, их очень много. То есть в одном лесу и их маленьких вот этих вот мелких духов, которые в других лесах, вот, они уже не встречаются. Их нет нигде. А здесь они есть, живые, их очень много. Это просто что-то удивительное. Я еще не встречала такого. Реально. Это реально, как будто ты вот, ну, на другой планете побывал. По-другому это не без... Смотрите, какая гора. Сейчас мы туда пойдем. И причем, что мы были вот Кулада, там духов было много. Что сюда приехали, вот в это ущелье. И здесь их много. Много. Вода вот эта вот, река, которая течет, с нее пить можно. Тут настолько чистая вода, с нее можно пить. Они тут все местные пьют из реки. То есть это настолько чистая, живая природа. Надо сохранить это место. Вот туристы, которые приезжают, все, ребята, вот кто поедет на Алтай, не гадьте здесь, пожалуйста. Вот просто вот это удивительное место, которое вот еще сохранило свою вот эту вот первоначальную самобытность, вот как оно должно быть именно. То есть вот то самое место, где то, как оно должно быть. Как должен человек с природой синхронизировать, животное с человеком и с природой, да, где все это находится еще в гармонии, где оно еще вот сохранило вот эту вот изначальную самобытность, как оно должно быть в идеале. Ну, грубо говоря, может, не совсем там в идеале, но вот как оно должно все взаимодействовать. Этого уже нигде не осталось, а здесь оно еще есть. И вот это хорошо, что люди сюда приезжают, и они могут увидеть, вот как оно должно быть. Но другое дело, чтобы они не превратили вот этот вот уголок, где оно все еще вот как должно быть, в очередную вот помойку, серьезно, энергетическую и туристическую, вот всяко разно. Чтобы люди, которые приезжают здесь, учились у этого места, а не превращали его в такую же помойку, в которой они привыкли жить. Вот что важно. Ну что, ребята, вот они, те самые грибы. Их отсюда поснимаю пока. Вот. Да, похоже на грибы. Как будто это... Как будто прям грибница такая. Только каменная. Сейчас Оль туда пройдет. И собачка. И кто, ну, вот маленький человек, насколько этот гриб. Я просто сейчас еще туда подойду, конечно. Ну, тут водопад, говорили, а он весь зарос, короче. Вот тут не видно. Что-то видно, водичка идет. А там вроде дальше тропки нет. Вот, в общем-то, смотрите, ребят. Здесь мы посмотрели, прошлись. Короче, вот это, да, это создание природы. Тут уже даже мацать не надо. Вот здесь вот рыхлая такая порода, видно ее. Вот. И как песчаник, и вот в ней камушки намешаны. То есть это часть скалы, даже видно, вот мы идем по ней. И вот оно вот все то же самое, то есть этот же самый грунт. И он просто вымывается, осыпается. То есть снег, дождь, ветер. Все, вот там собака, он в кустах уже. Короче, все это осыпается потихоньку, видите, и формирует вот такие вот интересные, прям это нонсенсы. Ну, то есть он похож, да, вот, на какую-то как грибницу. Но по факту это вот просто осыпающаяся порода. То есть, видите, везде эти камни вот так вот торчат, просто потому что вы их вымыло. А эти еще до конца не осыпались. Вот они как грибочки смотрятся. Вот тут высота тоже. Я стою, что мне немножко голова поехала. Я думаю, что такое? Тут высота. Вон она прям. Видите, какая огромная. Вон там. И там водопад. Но здесь прям очень сильно ощущается высота. Прям. Тут не знаю, видно или нет. Прям отвесное оно все. Я стою и все. Вниз уже лететь только. Блин, вот тут вот эти грибы, где? Вот это мы там были. Сейчас поднимаемся. Тут, чем, короче, выше поднимаешься в грибы, вон они тоже тут все. Тут высота такая вот, камера не передает. Ну просто голова кружится. Вот смотришь, тут, то есть вот я стою, да, собака чешется. И прям вот она идет вот, прям вот так.
То есть резко она уходит. И прям ты стоишь, туда смотришь, там расщелина вот эта, откуда вода бежит. Вот там вот расщелина, сильно на камере не видно. Там расщелина и там водопад. И ты тогда в эту расщелину смотришь, и прям капец, голова просто едет. Вон там видно вода. Сейчас покажу, вон она. Вон водопад. Это вода. Вот и до него тут, ё-моё, лететь и лететь, короче. Тут думали спуститься, вон там посмотрели, думали тропинка, а там не тропинка. Тут как вода сходила, видимо, видите, вот она шла, размывала. То есть здесь тоже был, вон она расщелина, ее прям видно. Кстати, да, я тут если встану, вон там видно расщелина, где начало грибов. И там шла вода. И вот как она шла, так она и размывала. То есть здесь сходили снега, здесь вот эти вот все грибы вода прям смывала. То есть что-то типа водопада или схода снегов здесь было. И вот она шла, как лавина, видимо, снег сходил. И вот это вот все размыло. Короче, сейчас пойдем дальше. Тут еще тропа вверх ведет. Тут, конечно, тропа одно название, потому что тут прям идешь. Тут такие большие эти уступы. Короче, прям под ним подниматься. Ну, не сказать, что сильно тяжело, но и нелегко. Вот. Вот тут, смотрите. Вон оно размытое, как камушки прям торчат. Деревце какое красиво. И видно, что камни, что это вода обтачивала, потому что они гладкие. Вот, видите, где явно тут вот сточенный камень. Потому что здесь был прям острый угол. А его сточила вот она, вода. Сточила. Он весь гладенький. Даже где острый, вот он, острый, оно гладенький. То есть, а должна быть вот как наподобие рыхлая порода. То есть все камушки вот они идут гладкие, прям где вода точила. И видно, вон где повываливались они тоже. Вон собака что-то нас жрет, опять нашла. Вот. Видите, как интересно. Сточилась, а вот большой камушек наверху остался. Вот так вот. Интересно, природа создала. Вот, ребята, вот она и конец тропы, вот она уже заканчивается. Тут вот она, эта расщелина, прям с которой эта вода стекала, вот она как шла. Здесь все вот вымыло. То есть вот она, прям видно, она как шло, вот прям вымывала расщелину. И здесь все сходило. Вот. Как ледник шел, так оно вот и оставило. Прям где вот порода видно, ну, где песчаник все повымыло, а там, где скала уже идет, вот камень, тут она вот еще осталась, видимо, которая порода, вот камни, они прям вот там идут. Здесь опять же плохо видно. Ну вот, каменистая порода вся, вон там осыпанная вниз. Прям ручейком таким. В общем, интересно тут тоже так полазить, посмотреть. Красиво. Вот такие вот они, грибы. Вон, видите, как? Вот оно видно прям, камни. Как они. Вода текла. Вон они, камушки. Чух-чух-чух-чух. Вон вниз. Вот я говорила как раз, что показать. Вот они. Прям как по руслу шли. Ну, мы поднимаемся. Вот забралась еще повыше тут. На грибы. Смотрите, еще какой перформанс, да? Среди живой природы. Вот некоторые вот оставляют надписи. Там здесь был Вася, здесь был Петя, а здесь смотрите, что. Какая надпись классная называется. Здесь была свинья. Видите? Вот она лежит, красуется. Вот на весь YouTube будет красоваться. Вот эта свинья, которая вот бросила здесь фантик. Вот, серьезно. Чистая девственная природа. Ничего, ни мусора, ничего. Вот какая-то свинья вот так вот относится к этому всему. Вот о чем я и говорила. Про то, что духи. Вот дух. Я хотела развернуться вон там. Еще вот там на начале пути. Ну, не на начале, а не подниматься, короче, сюда. А мне дух говорит, зайди сюда. Говорит, просто зайди. Я такая, что там? Он говорит, а там сюрприз. Я говорю, ну какой сюрприз? Что сюрприз? Уже зашла туда, вот дальше там по тропе. Думаю, может там проход есть? Нет прохода. Ничего нет, вот.
А сюда, думаю, что-то меня потянуло вот сюда вот наверх подняться. Вот тут вот, прям к этим грибам. А тут смотрю, сюрприз, правда, лежит. Говорит, здесь была свинья. А сейчас заберу этот фантик. Вот. За эту свинью придется вот кому-то убирать же за ней. Вот такая вот свинизм такой вот. Не ценят люди. Вот, пожалуйста, ребята, кто приезжает на Алтай, ну вот не будьте свиньями. Просто не будьте свиньями, вот серьезно. Вот. Там вот были. Сюрприз я забрала. Причем, знаете, этот вот фантик свинячий. Я еще говорю, у меня нет сил идти, говорю, духу. Когда он говорит, ну поднимись, говорит, еще выше. Я говорю, у меня сил нет, у меня же ноги болят, говорю, не могу. Вот, дальше расщелина. Вон там я на той тропинке стояла. Говорит, ну пожалуйста, поднимись, говорит. И у меня аж силы в ногах появились. У меня ноги болели уже, все, идти наверх. Вот она, эта расщелина. Вот она, видно, уже заросла. Вот отсюда все сходило. Видите, вон она. Пошла, вон она. Камушки, камушки, камушки. Вот как вода текла, вон они, ручейки. Прям видно, по ним мы поднимаемся, по сути. Вон они, эти камушки. У меня аж сила в ногах появилась, понимаете? Вот. Настолько вот, что я пошла, и у меня прям ноги перестали болеть, все. Я прям он мне сил дал. Понимаете, вот, чтобы я вот просто поднялась и забрала этот гребаный фантик. Вот смотрите, какая красота. Какие стоят. Большие, монументальные. Ну тут кто это должен убирать? Духи за вами должны вот этот срач убирать? Или вы думаете, тут местные алтайцы ходят, вот этот срач убирают, вот эти вот фантики там и прочее? Никто это не делает. Это хорошо, вот если вот как я там или еще другие ребята, кто вот так вот видит и вот это вот убирает отсюда, уносит. До помойки, что свиньи не могут сделать за собой. Унести до помойки элементарно. Эти все вот мусор этот. И приходится, понимаете, вот духом просить, а они же еще их никто не слышит. Мало кто их слышит, чтобы вот так вот услышать, чтобы прийти вот это вот говно забрать человеческое отсюда. Вот как-то так, ребята. Все равно красота. Не зря сюда сходили, да, не зря дошли, фантик убрали. И заодно полюбовались красотами. Вон какая гора, смотрите, красивая. Тут прям такая порода. Ну, фото, вот эта вот гадость телевизионная, видеозеленая, не передает вот это все. Насколько это вот реально сочными красками сама гора переливается. Надо самому ехать и смотреть. Ай, красота. Прям фотка бы такую, да? Вообще, наверное, сделаю сейчас. В общем, ребятки, мы уже спускаемся с грибов потихонечку. И что я вам могу сказать? Петя, поможешь и подписчикам. Вот. Спускаться здесь даже сложнее. Вон Оля кое-как спускается. Даже сложнее, короче, чем подниматься. Поэтому и тут очень опасно везде. То есть такие подъем, спуск опасный достаточно. Вот сейчас камушек у нас полетел вниз, короче, и летел он. Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. Короче, тропка очень узенькая со всех сторон. Прям узенькая, вот ее видно. А там внизу пропасть. Может через... Хоп-хоп-хоп и... Сейчас прям слышно, нет, как камушек там. Все летит и летит, короче. С детьми здесь, наверное, очень опасно будет. Особенно с маленькими. Лучше сюда вообще не суваться. Опа! Ребятки, потому что все, вот видите, спуски какие? Вот. Прям нога соскользнет и все, и ты там. Вот прям туда нырнешь. А? Вот это отметина последнего рубежа, что дальше... Может быть. Ну, я и за нее цеплялась. В любом случае, даже вот та тропка, вот можно посмотреть, насколько она узкая. Прям с маленькими-маленькими лучше сюда не ходить. Ну, прям вот на сами грибы лучше с маленькими детьми не залазить. А сама гора, ну, такая нормальная, можно пройти. Да, я вот сейчас спуск, да, вот до смотровой площадки. А на грибы издалека с детками полюбовались и ушли, потому что остальное, ну, здесь достаточно очень уже, наверное, только с подросткового возраста вот уже можно по таким ходить. Очень-очень достаточно тяжело. Вот. Вот даже вот хороший пример. Просто вот посмотрите, насколько узкая тропа. Вот. Тут просто вот одна нога стоит, а все, уже камушки вниз полетели, а там все пропасть. То есть вот она узенькая-узенькая, вот размером в одну ножку, грубо говоря. Он шагнул и все, и туда улетел. То есть с детьми, вот с маленькими нет. Прям
до первых грибов, вот она хорошая тропа, и все. А туда дальше, вот как мы зашли прям глубоко-глубоко, где я там за фантиком пошла охотиться, туда идти, конечно, не стоит. Ну, имеется в виду маленьким. Ну и если вы не уверены в том, что вы сможете хорошо эту тропу пройти, потому что она прям такая. Надо хорошие кроссовки иметь с хорошим протектором, чтобы была сухая погода, чтобы не скользко было. Томас, ты будешь идти или это ты будешь задерживать процесс? Сюда. Шерстяные колготки детские на собаке так не работают, которыми надо шевелить. Вот видите, прям гуськом приходится тут за корни держаться. Прям у меня вот хороший рапторы вон они, хороший прям протектор, раптор. И то скользит, просто вот есть скользко. Ну, скользит по сухой земле. Это потому что, по сути, даже не тропы. Это вот как вода текла, ручьи. Вот они размылись, и вот по ним люди ходят. Вот, и здесь уже тропка пошла, вот она. Здесь уже все. То есть до вот этого первого, как говорится, гриба, и все, и на разворот. Вот. А до водопада даже не знаю. Вот. Написано водопад, где водопад, что водопад, мы так и не поняли. Ну, явно не там, где грибы. Вот. В общем, пойдем мы обратно спускаться. Вам про грибы все рассказала. Ну вот, в принципе, какие-то они такие, эти грибы по-алтайски. Вот немножко отошли, чтобы вы понимали, это почему там была вода в грибах, да? Потому что вот они простые камни, которые вот они отколотые от скал. Смотрите, насколько они острые. Вот они прям. Все углы, вот они идут. Да? А там мы видели, вот он угол. Здесь он прям острый угол. А там он прям такой отшлифованный был. То есть вот он опять острый угол. То есть вот острый угол. Опять же, видите, насколько. Вот он. Прям острый-острый. Вот он. Вот они вот такие есть отколотые куски. А там они все прям кругленькие-кругленькие. Вот, допустим, да, камень, который отколотый от горы. Вот, все вот острые края. Видите? Потом уже сточился. Ой, я уже полетела в пропасть. Ну вот он, отколотый. Вот с какой стороны он откололся, прям острые-острые края. Вот не видно по ним. А те прям вот все вот. Вон они все острые. Это вот просто куски породы, которые вот они в скале, да, валяются. Вот, допустим, прям вон, как это, астралопитеков. Видели? Хресь, там, зубило такое, дробило там, туф, там, говорит, эти, пентакли рисовали там, или что они там рисовали такими, да, зубилами. Вот они острые, вот такие вот камни, отколотые. А там они вот, прям водичка их. Вот. Смотровая площадка, вот о чем я говорила, вот это вот место с детьми, до него запросто, ну вот до первого гриба. Вот, смотрите, какие пятнышки. Пятнистая гора. Ну вот мы почти спустились, вот уже все. Спуск горы, кстати, спуск здесь тоже, вот эта порода, она такая рыхлая, это скользкая, надо аккуратнее быть. Но в целом грибы остались позади, они где-то там, вон там, где-то там. Их отсюда не видно, но оно видно, видите, как вот она камни тоже вымыла, промыла. Вот это вот вся расщелина. Вообще мне тут ребята сказали, у духов спроси, вообще что тут было море или что вот эта долина, что типа тут ходят слухи, что якобы здесь было море раньше. Это продолжение озера какого-то в этой долине, но я посмотрела, ну точнее спросила у духа, не смотрела, но он мне показал, что прям море не было. Но как будто вот в этой долине, вот где вот она вот вся идет, здесь как будто вода стояла все-таки. Как будто вот, ну, не прям море, что море-то глубокое, да, но вот какая-то вода здесь точно стояла. Так, это вот между вот этих гор. Это есть. То есть вот это остатки, что здесь, типа как дух сказал, здесь очень много было снегов, очень много осадков. То есть какое-то время это было. То есть не всегда, а вот какое-то время, одно время, тут такое было, что много было снегов, много было осадков. И прям вот это все пространство было залито водой. Может быть, поэтому здесь и находят какие-то остатки или вот, ну, как бы теорема о том, что здесь было море или что-то такое, что, ну, какие-то, короче, вот как на это, как это сказать,
ну, на днах там рек, да, вот это вот озер там. Ну, не рек, скорее, а морей там, да, или вот озер. Здесь, типа, было продолжение какого-то озера. Вполне возможно. Как бы. Не знаю насчет продолжения озера, но то, что стояла вода, это, да, было одно время. Но, как я поняла, не очень сильно продолжительная. Вот. Тут, не знаю, будет слышно, нет. Короче, спустились мы, попили уже прям вот из этой прекрасной речки. И мы с собакой воду набрали. Вот стоит вот так вот попа. Леденищая вода вообще. Вот все босиком ходим, на камушках стоим. Короче, вот все босиком. Ноги устали. Мы отдыхаем культурно. Прям реально вот вода вкусная. Вообще горные реки, вообще они классные, здесь пить можно. Вон какая чистая вода. Прям вот, идешь вон, чистейшая. Вот, пить вообще тут здрасте. Холодненькая, прям такая вкусная-вкусная. Вон она течет. Посмотрим, а кто-то палатку поставил. Здесь палатку поставил, будет жить. Очень хорошо. Здесь прям мило дело. Классно. В общем, ребята, там еще по идее можно было пройти к водопаду. По крайней мере, там везде было, что вот должен был быть проход к водопаду, где мы как раз-таки видели. Мы думали, что вверх по грибам там можно пройти, но там прохода никакого не было. В итоге мы пошли вдоль, короче, вот этого ручья. Думали, что, возможно, если мы будем идти вдоль ручья, то там получится пройти. В общем, там тоже не получилось. И потом нам сказали, что проход этот закрыт. Потому что, получается, из-за того, что то ли опасно, то ли что, ну, короче, местные перестраховались, и к самому водопаду возле грибов лично мы пройти не смогли, поэтому я уже не стала вставлять кадры, где мы пытались как-то до них добраться, но, возможно, вам повезет больше, и когда вы пойдете именно на грибы в Чалышманской долине, то уже к тому моменту водопад откроют. Ну, я бы, конечно, хотела туда сходить, но нам не удалось, к сожалению, это сделать. Вот, как-то так получилось. Но, в принципе, мы ни разу не пожалели. И, кстати, после этого еще на следующий день мы пошли именно на озеро, то самое, по которому можно сплавиться. И там, когда я увидела это озеро, я поняла, о чем мне говорил дух, насчет того, что здесь была вода, но она была не так давно. То есть фактически не было там никакого моря или еще что-то, было продолжение этого озера. То есть, скорее всего, это было, когда были большие осадки, и именно, возможно, сами грибы, они тогда же и сформировались. То есть, когда было большое количество осадков, и это все сходило, да, вымывало породу, а вся долина была затоплена. То есть, скорее всего, это было во времена как раз-таки, когда были вот эта вот катастрофа глобальная, да, то есть, которую мы там называем зимним периодом, то есть периодом изменения климата и так далее. То есть, скорее всего, по моим личным ощущениям, то есть это было примерно в то же самое время, то есть, ну и по тому, как мне передал дух. В общем и целом, конечно, Алтай оставляет просто невероятные ощущения, невероятнейшее единение с природой, невероятнейшее, я не знаю, ощущение от того, что как будто ты находишься реально на другой планете какой-то, как будто ты вот с этой матрицы вырвался куда-то, где ее не существует, где абсолютно все по-другому, знаете, как другие законы вообще мира. И мне было невероятно тяжело оттуда уезжать, мне даже до сих пор, вот я сижу сейчас, монтирую уже это видео, и мне до сих пор очень тяжело расставаться с этим местом, то есть погружаясь туда, погружаясь опять в воспоминания об этой поездке, я
наверное, испытываю какую-то, знаете, внутреннюю боль от того, что я на Бусти уже рассказывала, я начала рассказывать, хотела там рассказать про могильники, которые мы видели на Алтае, и там-то, конечно, такая информация как раз о могилах царей, которые я там увидела, вот. Но когда я начала рассказывать, я, кстати, обязательно сниму видео на Бусти про те самые могилы, царей, которые я там ощутила. То есть это место, оно тоже было непростое, и, скорее всего, оно и сохранилось вот в таком вот виде тоже не просто так, потому что там огромные усыпальницы были. Именно усыпальницы не простых каких-то людей, да, а усыпальницы именно где хранили останки истинных правителей. И потом то, что я там ощутила, это еще и подтвердилось местными жителями, плюсом дополнительно, да. Это я обязательно все там тоже расскажу на Бусте. Но в целом, знаете, просто ощущение того, что как будто ты оказался в прошлом. Я там очень-очень явно погрузилась в воспоминания души именно того, как было раньше, то есть какая энергетика была вообще у нашего мира ранее, в далекие-далекие времена, когда еще не было этого захвата, когда еще здесь не правили балом темные, когда здесь вот не было вот этой темной матрицы сраной. Я прям погрузилась в эту атмосферу по полной, именно на Алтае. И оно не только дало мне какой-то момент, да, чтобы мое тело как-то немножко перепрошилось под то, что, а как оно должно быть, да, но и дало возможность как бы окунуться не просто в воспоминания, а как бы немножко наяву эти воспоминания воссоздать, то есть именно у меня там было очень много эмоций, очень много слез, очень много всего, просто по одной причине. Я как будто бы оказалась, понимаете, в том прошлом, где у нас еще здесь было все хорошо, относительно хорошо, понимаете, где еще не было вот этого всего. И просто невероятно сложно было вернуться. То есть невероятно сложно было расстаться именно с этим, уехать оттуда. Ну, я бы не сказала, что в плане я бы там осталась жить, знаете, или еще что-то такое. Нет, вот именно сложно было, как будто ты возвращаешься из, такого воспоминания о том, как было хорошо, вот именно энергетически, да, в мире, к тому, грубо говоря, к вот этому моменту здесь и сейчас, где ты находишься в непонятном вообще вот в этой темной матрице, в окружении вот этих окружении, где миром правят вот эти вот демоноиды. И знаете, честно, мое вот такое, что быстрее бы уже, то есть все вот это закончилось. Просто я невероятно рада, что в мире еще остались точки. Я думаю, что, в принципе, Алтай, он не один такой. Почему-то мне еще Байкал пришел сейчас в голову. Я там не была ни разу, но я, наверное, хотела бы там побывать тоже. Вот, что в мире еще остались точки, с которых может начаться возрождение. Именно возрождение того, что было раньше. То, что духи природы, да, сама природа, что все это может ожить, все это снова может вернуться к тому первозданному, которое может, и где технологии, они будут идти, понимаете, рука об руку, считай, с природой, да, где они могут быть не уничтожающие, а где-то, знаете, как нам говорят, там, да, экомобили там, экозаводы какие-то, экопроизводство и так далее. Это не за партию зеленых, знаете, которые там, давайте мы сейчас там ветряки, не ветряки, нет. Это именно, как там говорят те же самые ветряки, они тоже, это не то, что прям экологично, но очень много технологий, то, что я чувствую с тонкого, именно
запрещают, именно скрывают, именно не дают выходить, которые именно вот экологичны с миром, которые с миром могут быть на одной волне. Я такие технологии видела в прошлом, когда на Бусти я смотрела, да, технологии прошлого, там есть видео, где я смотрела свободную энергию, что как эта энергия перекачивалась, что использовалась физика самой же природы, то есть, да, самого же мира для того, чтобы получать там электричество, там еще что-то, понимаете? Вот. Но сейчас это специально уничтожили. Сейчас специально все эти технологии, они направлены на то, чтобы эту землю высасывать, понимаете? Чтобы ее максимально энергетически высасывать, и физически высасывать, и все остальное. И я чувствую, что в будущем оно будет иначе. Да, мир очень сильно преобразится. И я уже хочу, чтобы побыстрее вот эта вот вся тьма, вот это вот все разрушилось и уничтожилось для того, чтобы наконец-то не то чтобы весь мир стал Алтаем, да, нет, потому что каждая экосистема, она своя, особенная, да, она уникальна по сути, да. Каждый дом, он по-своему красив. Но чтобы вернулась то вот именно энергия мест, энергия природы, энергия вообще мира, такая, какая она должна быть. Я очень-очень сильно этого хочу. И я искренне, когда была на Алтае, да, когда сидела на реке, на горной реке и разговаривала с духом, да, хозяйкой этой реки, я искренне говорила об этом, что я так хочу, чтобы этот мир снова стал таким, какой он есть, снова стал собой, да, снова все стало как прежде. То есть не говорит о том, что вот все как раньше, да, там нет, а именно чтобы баланс, то есть энергия этого мира, какая она должна быть, наконец-то восстановилась. И я понимаю, что, пройдет не месяц, не два, там, не неделя, понимаете, это все процесс, который даже не за 1 год восстанавливается. То есть это процессы, которые, раны нанести быстро, да, но раны заживают долго. А тем более, что еще надо прочистить эти раны, да, удалить из них гной, убрать воспаление для того, чтобы они начали заживать. Я это понимаю, но я так сильно хочу, чтобы мир, то есть вот эти раны, наконец-то промылись полностью. Снялось уже вот это воспаление, и наконец-то они стали заживать, и плоть этого мира начала восстанавливаться. Именно энергетическая плоть. Потому что это очень и очень сильно важно. И я надеюсь, что все-таки вот эта энергия природы, а она охренеть какая сильная на самом деле, ребята, очень-очень сильная, она наконец-таки найдет в себе силы, то есть на то, чтобы дать отпор. Она просто привыкла любить, понимаете, она привыкла дарить тепло, дарить любовь, дарить вот жертвенность некую материнскую, да, всему живому, что живет здесь. Но те, кто сюда пришел завоевывать этот мир, они не дети этого мира. И эта энергия, она должна наконец-то, понимаете, вот и мы с вами, да, это те, кто так или иначе, разговаривая с землей, разговаривая с природой, разговаривая вообще с миром, с мирозданием, с этим, должны показать ей, то есть, что на самом деле тот, кто уничтожает, да, и тот, кто приносит боль, это пришлые. И чтобы она точечно, как сказать, дала отпор тем, кого здесь быть не должно. Я очень-очень сильно надеюсь, что в скором времени этот толчок, вот это то, что я сейчас почувствовала, да, оно наконец-то проявится
проявится так ярко, чтобы эта вспышка, какая-то энергия, она озарила и дала толчок в этом мире, и чтобы, знаете, Земля услышала именно сам мир, да, сама энергия, услышала тех, кто действительно хочет этот мир спасти, и дала им силы, а те, кто этот мир уничтожает, начала давать им отпор. Я не говорю про то, что уничтожать их, там, быть какой-то злой, там, агрессивной, там, и все, а давать отпор. То есть это именно в большей степени о личных границах, о том, что нет, никто не будет мне вредить, никто не будет вредить моим детям, и я никому не дам зайти сюда, да, вот на мою территорию и что-то здесь делать, то есть создаст четкую границу. И это будет победа. Именно тогда, когда само мироздание, да, сама душа мироздания возьмет и найдет в себе силы прочертить эту границу, вот, между внутренним и внешним, тогда наступит наконец-то победа. По сути, это ее урок, который она должна извлечь из этого путешествия, да, по темному пространству. Но сейчас у нее все больше сил, сейчас все больше душ, которые ее поддерживают. Сейчас уже будучи, да, ближе к светлому пространству, ближе к светлым мирам, у нее есть возможность оттолкнуть. То есть есть поддержка, есть внутрь, то есть сила, да, которая может ее этим наполнить. И я надеюсь, что в скором времени это все мы увидим очень ярко на именно физике, физических проявлениях. Вот, как-то так, ребята. Если вам интересно, я могу отдельно, вообще, я и собираюсь снять отдельно видео про духов. Конкретно видео про духов природы, кто они такие, зачем, как было раньше, да, как эти духи жили, как сейчас они вообще абсолютно не хотят контактировать с людьми, почему. Вот. И свое мнение, и в том числе о том, что люди, которые проживают на таких местах, да, которые являются коренными жителями мест, подобных Алтаю, насколько важно, чтобы туристы, да, которые приезжают, которые пытаются вот соприкоснуться с вот этими местами, чтобы они в свою очередь не приезжали со своим монастырем, грубо говоря, да, в ваши земли, а чтобы вы их учили тому, что как с этими местами нужно, как к ним нужно относиться, как их нужно воспринимать, про энергетику этих мест, рассказывать им, показывать вот это все, вот эти ценности все, потому что они приезжают с вот этой матричной реальности, они не умеют жить по-другому, они умеют жить только в гребаной матрице. И вот выводить их из этого и показывать, а как может быть по-другому, а как может быть иначе. Вот это самое-самое важное, ребята. Поэтому у меня вот личный, да, такой, потому что я понимаю, что на самом деле люди, которые едут в такие места, они, там, типа Алтая, да, духовные, они хотят просветиться, они приезжают для того, чтобы вот этот вот как-то духовно наполниться, но они не знают как. Им нужно помочь это сделать. А вот эти вот, и это должны быть те, кто живет в этом, понимаете, кто понимает в этом, а не вот эти вот псевдоэкзотерики, которые там приезжают и начинают гадить просто на этих местах. Я сама, вот, кстати, в Псибае было гораздо больше подкладов, которые я убирала, я на Бусти там показывала, там просто подклад на подкладе. Ты идешь, вот подклады, вот эти. Я все это убирала, уничтожала. Просто вот, грубо говоря, чернуха на чернухе. Вот. На Алтае я видела всего один подклад, но, опять же, на святом месте, понимаете, святое место имеется в виду именно очень сильное место и для самих алтайцев, и для того, что это было древнее место, где проходили определенные, не назвать ритуалы, а какие-то, как сказать, как
посвящения, да, какие-то вот период взросления, там танцевали, там были какие-то вот именно очень важные места традиций, да, вот, и также там женщина сказала, что и шаманы там какие-то свои обряды проводят, шаманы именно настоящие. Я, кстати, тоже еще раз вот убедилась, когда мне как бы в свое время я общалась с настоящим шаманом, с учеником настоящего шамана, и он тогда говорил, нас убивают. Он говорил, нас убивают, нас ищут, то есть его учителя убили. И это было не так, знаете, что киллер какой-то выстрелил в голову, нет, именно на тонком плане, да, то есть искали и устраняли, уничтожали вот эти вот темнушники, чернушники. И его тоже, этого мальчика, в итоге догнали. Мы с ним поговорили, да, я помню вот этот момент, у нас с ним был долгий разговор, он меня как бы увидел, да, такой сразу понял, кто я, что он, поздоровался со мной, я была немножко в шоке, то, что он, ну, именно, что кто я, что я, да, он так понял. И мы с ним разговаривали, как два человека, которые видят этот мир таким, какой он есть на самом деле, да. Это было очень давно, это еще было больше 10 лет назад. И он тогда еще говорил, что нас убивают, нас ищут и убивают, поэтому кто вот из наших еще остался, из истинных шаманов, мы прячемся. И когда я приехала на Алтай, два человека, вот алтайцы местные, с которыми я разговаривала, и они оба как бы, ну, немножко как бы говорили о том, что вот знают, ну вот шаман, да, именно их местные, настоящие шаманы алтайские, которые именно разговаривают с духами природы. То есть не те, которые вот эту чернуху делают, а именно видят духов животных, да, духов природы, общаются, то есть какое-то вот это идет. И они мне тоже подтвердили, что эти шаманы прячутся, они не выходят, они не контактируют с внешним миром, с людьми, все, потому что идет охота, понимаете? И если вам кто-то там приходит и говорит, да вот, я сейчас думаю, говна в комментариях польется куча, но если кто-то там говорит, да я вот там Велесу поклоняюсь, там еще кому-то, я там шаман, вот меня там какие-то боги там, значит, на это дело там подэтовали, все. Если он говорит, вот я там шаман, это все чернуха. Сейчас то, что в открытую вот так вот выходит и говорится, вот там я там шаман там еще что-то какие-то это, то есть не практики, ничего, а именно вот якобы там чего-то кого-то, все, ну, понимаете, те, которые истинно общались с природой и с ней на одной волне, они прячутся, они не ходят вот так вот и не говорят, что я тут принимаю, 10 тысяч человек в очереди к себе. Нет, потому что иначе человек бы этот уже давным-давно ушел, потому что темные на них охотятся, на настоящих именно, да, не тех, которые темные, шаманы, а те, которые вот светлые. Все, давно уже там, это все опасно очень. Понимаете, о чем? Вот, к сожалению, это так. Но я надеюсь, что в скором времени все изменится. И людей, которые будут не то, что я не скажу, что там шаманами или шаманизмом заниматься, а людей, которые именно будут слышать природу, слышать зверей, людей, духов природы, духов деревьев, да, растений и так далее, их станет больше. Я надеюсь, что в скором времени многие вот этот вот момент, да, именно единение всего мира будут чувствовать его более ярко. Я на это очень-очень сильно надеюсь. Вот так вот, ребята. Очень-очень яркое путешествие. Все, кто живет рядом или хочет туда съездить, да, как-то это, всем советую абсолютно, потому что там самое главное, это, знаете, это не приехать туда, не взять там пиво, шашлыкосов и не сидеть там вот как, знаете, в большинстве своем я вот это там видела, а именно приехать туда для того, чтобы просто вот с этой природой соприкоснуться. Попробовать ее почувствовать, попробовать ее услышать. И тогда напитаться там вот этой первозданной энергией этого мира, да, почувствовать вот эту синхронизацию. Потому что именно там
Вот мое личное мнение. На данный момент из всех мест, где я была, это наиболее яркое место, где действительно можно не то что научиться слышать, а просто начать доверять себе, да, и попробовать услышать, попробовать вот этот слух наконец-то раскрыть, потому что именно там есть все, абсолютно все для того, чтобы вот это открыть. Серьезно. Вот. Ну, у меня на сегодня все. Всех вас люблю, обнимаю. Ваша Надежда Солнечная. Всем пока-пока.